Друзья, у нас настал новый день. Едем в Тарсус, в зоопарк. Смотрите, здесь у нас солнышко, а тут какие облака. Едем прям в самую гущу. Будет там, наверное, дождь и гром и все остальное. Так, ну что, мы проехали район Томюк. Как вы видите, ясненько. Это очень хорошо. Так что сегодня в зоопарке погуляем, будет комфортная погода. А решили мы поехать по объездной, то есть не вдоль моря, а по отдельной дороге. Здесь в Мерсине есть отдельная такая вот дорога, которая не объездная. Ну, мы поедем по ней, которая не вдоль моря идет, а отдельно. Там движение лучше, меньше и быстрее можно доехать до Тарсуса. Вот началась как раз таки эта дорога. Продолжаем ехать по дороге. Здесь вот эта вот дорога оказывается платная, которая вот дальше идет не в сторону, которая Мерсина, а в сторону Тарсуса. Здесь, если в машине есть вот такая вот полоска, ХГС называется, там автоматически списываются деньги с нее. Если нету, то можно сходить в ПТТ на почту Турции и попросить, сказать: ХГС Алмак-Истиорум, хочу купить из ХГС, тебе дают карту, и ты на нее закидываешь денежку. И в течение 15 дней списываются те деньги. То есть, а если у кого нету вот этой карты, то будет штраф. Вот, так что имейте в виду. Это уже провинция Чукурова. Тарсус, по-моему. Какие дома тут большие. Тарсус написано. Вот, кстати, опять ХГС написано. Вот это вот и есть. Я думаю, мы съезжаем с ХГС. Да. Это и есть значок того, что дороги платные. Ну, то есть выехали с платной дороги. Очень красивые дома, высотки. Здесь вот в этом районе Тарсуса. Мы направляемся сейчас, получается, в сторону зоопарка. Авиационный, смотрите. В центре города. Приехали наконец-то. Поверните направо. В общем, мы подъехали. Сейчас Руслан пошел выяснять, что да как. И пока дождик идет, мы решили сходить в какую-нибудь кафешечку. Если сейчас как бы по графику еще не закрывается, а время-то обеда, ну так-то сейчас праздник, то съездим быстренько сначала обратно туда, где были кафешки, попробуем еду местную. Я расскажу, что именно для Тарсуса примечательно в плане еды. Заехали мы в одну кафешечку. Подают нам. Мне нравится. Мне тоже здесь нравится. Тарсус вообще, он славится своим кебабом. Особенно вид кебаба здесь подается сочный, с ароматными специями. Часто подается с лепешкой и зеленью, пишет. Отличается более мягким вкусом, чем классический Адана кебаб. Это я вам рассказываю. Чат вычитала. Также здесь подают хумус. По-тарсуски написано. Но в этом кафе, к сожалению, нету. И обычно хумус он подается прям к мясу. Вот. Также здесь нет тантуни. Мы хотели попробовать. Тоже подается. Так необычно. Смотрите, сколько. Потом я вам меню покажу еще. Это не настолько дорого стоит. Знаю, что это такое. Я попробую, потом тебе мы скажу. выбрали за 790 лир карышек из гара. Вот. И к этому получается, представляете, да, на 5 мы выбрали вот за 790. Карышек из гара, сказали, что там Адана кебаб, кушбаша шиш, гиир шиш, еще тауггарт из гара будет. Еще. И чтобы вот так вот подавали. Тут еще меня удивило очень сильно, что вот такие вот посудки железные, тут приправка. Не везде это тоже как бы в Турции. Увидишь? Сейчас в основном все экономят, особенно в том районе, где мы живем. Вот. И еще хочу сказать, что в Турции здесь, то есть именно в Тарсусе, дают сакмагу изляме, подают. Это тонкие лепешки с начинкой сыр, картофель, зелень. В Тарсусе их делают особенно вкусно. Часто прямо на улице пишут. А так пока что вот нам чай принесли. Ну и будем смотреть, какой здесь сочный кебаб. Оценим, короче. Давайте вам еще цены покажу.
Цены очень хорошие. Вот. С этой стороны. Смотри, здесь даже есть искенде. Аюк, ишкенде. Ишкенде, оказывается. İskender? Ишкенде. Это кишки как будто, смотри. Вот такие вот блюда. Покажу быстренько, пока не разобрали. Вот что значит карышек из гара. То есть здесь есть и вот это вот кусочек, получается, кебаба. Попробуем мы его. Есть курочка. Это курочка? Да. Здесь есть и мясо, и также вот кебабчик. По одному Но мы еще решили заказать канат шиш. Дополнительно крылышки. Так, заказала себе вот попробовать Адана кебаб, раз уж он здесь такой сочный и вкусный. Нужно точно его попробовать. Так, ну что, попробуем вот этот вот сочный кебаб. Как сказали, что он здесь намного сочнее, чем в другой местности Турции. На самом деле так, кто в Тарсус едет, пробуйте кебаб. Ну что, мы поели. Было очень вкусно, очень приятно. Поговорили. Говорят, что здесь очень много тоже, оказывается, в Тарсусе русскоговорящих есть, которые приезжают. Вот тут вот мужчина, не знаю, может, хозяин заведения подошел. Вообще идеально по-русски разговаривает. Он говорит, я, говорю, 4 года уже в России. В Оренбурге, да, он сказал, работал на строительной какой-то там что-то компании. Каждый, говорит, год я, говорит, езжу. В этом году, говорит, не ездил. Вот, то есть пообщались, поговорили. Очень душевные люди. Прям вот кафешка. Не зря мы сюда заехали. Это по пути в зоопарк. Прям кушать очень вкусно готовят. И вообще люди сами очень хорошие. Ну а сейчас мы в зоопарк. Дождик непонятно. Вроде прекратился. Будем снимать, будем гулять. Сейчас будем переодеваться. Потеплее вещи взяли. Обувь даже взяли. Понимая, что погода вот такая вот единственная. Без машины такое не позволить себе, да, вещи брать с собой. Если, например, автобусом, то там пакеты большие, тяжело брать. Вот когда мы путешествовали на автобусе, мы даже вот вчера мы были в пещере Ада и Рая, например, на автобусе мы до Рая спуститься не успели в прошлый раз. А вчера спокойно посмотрели, проходите на предыдущий ролик, смотрите обязательно. Прям спустились, там было очень круто. И вот на машине можно и вещи взять, и по времени не ограничен. Поэтому, конечно, в Турции рулит машина. Прям. Поэтому, наверное, и цена здесь такая, как бы не маленькая на машину. Это прям как квартира, стоящая вещь. В Турции нельзя без очков, без солнцезащитки и без машины. Вот. Третий аксессуар, который нужно обязательно приобрести. Приехали мы к зоопарку. Смотрите, какая тут речка красивая. Обалдеть, цвет просто. И там кое-кто плавает. Вот. Там кто-то сидит. Утка. Что вам подарили? Покажите. Вот это, сказали, ей поймала. Я Смотрите, сказала, прям у входа подарили. Шахматы еще, вкусняшки. Круто. В общем, такая большая территория. Сейчас здесь еще говорят, что есть контактный какой-то зоопарк. Не знаю, в каком месте он. Так, что здесь? Токаттау. Прикольно! Ой, смотри. Какие-то птички. О, смотри, какой! Смотри, Розаль, смотри, какой. Я первый раз. Такой прикольный. Длинные птички. Ого, это же жар птицы. Эти такие смешные. Ну, как они? Жар птицы, в общем. Я в сказки верю. Я верю в сказки. Я верю в чудеса. Вспомнила павлины.
Павлины называются. Вау, такие уточки. Смотрите, какие утки. Блин, еще, они бы еще его распушили бы, а? Смотри! Они паровозик делают. Это козы. Это коза. Это козы. Догонялки. Вы смотрите, как Смотри, много там этих. хайванлара им отмаянас. Нельзя кормить. Да у нас и нечего кормить-то. Они, говорят, паровозик делают. Азалия говорит. О, здесь железное. Здесь, наверное, что-то типа хищного. Там водичка, вон кто-то там живет. Обезьянки. Смотри, у них какая попа красная. Что-то им всем рога поотпиливали. Подпиливали, чтобы друг друга, может быть, нет. Зебра. Так. Три озера такое красивое. Он плюется, Зэ. А тут верблюд. Он заплюется. А чем плюются? Смотри, 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 смотри. Чем? Верблюд. Килограмм рвоты. Как будет верблюд Ничего себе. по-турецки? Лама, получается. И страус стоит. Смотрите, какие ножки. Это лама. Дети, это лама. Лама увидел Руслана. Так смотрит. Такой смешной. Слушай, кого-то он мне напомнил. На меня смотрит. Он на меня смотрит, смотрите. Да, привет. У-ху! У! Он на меня смотрит. А там смотри. Смотри, страус там. Привет, такой этот, да? Контактный. Ему так все интересно. Смотри, как уши делает. Так уши прикольно делает. И хвостик поднял. А до этого хвостик был спущен. Подожди, медведем. Позирует. Слушайте, там это получается медвежонок, да? Да, эй, медвежонок. Эй, привет. Привет, какой ты хороший. Какой хороший. Пожалуйста, помогите. Помогите, пожалуйста. Пожалуйста. Бедный енот. Помогите, пожалуйста. Пожалуйста, помогите. Кызым, ты видишь? Птицы. Пока. 10 А вот людей и или тигр. один тигр? Пока, я пошел домой, папа. Один тигр. Один тигр. Если какие-то приученные люди, то 10 людей. Папа, я Что-то ты его за попу цапнул. На камеру, говорит, не будем. Померимся. Так, мама, у тебя вода везде. Ничего страшного. Какая огромная! Питон. Это папа, это папа. Это папа. Пришли мы к завершающей стадии. Нет, Тут папа, тоже питон. вот это, вот там змея, которая была огромная. Это, знаете, почему Да. Приехали мы в историческую часть города.
Хоть и дождик идет, хотим посмотреть. В общем, мы сейчас в центре Тарсуса. Мы пришли гулять. Да, вот сейчас сюда зайдем. Смотрите, какая красота. Смотрите, Кашек Бедестени называется. Исторический такой центр. Здесь продают всякое. Ну, как рыночек такой. Радует, что здесь все вот так вот закрыто, смотрите. Посуды, магнитики. Не по очереди. Вот это что-то. Вот это не делает. Да. А для чего это? Ну и какая игрушка. Ну, сейчас с другой Может, мы стороны. лучше домой возьмем от глаза что-нибудь интересное? Ну, Давай возьми. хотели. А наоборот же нельзя брать. Нельзя? Кто сказал? Некодар. Написано Джами. Смотрите, какая красота. Тарсус Müftülüğü. Такая вот мечеть с часами. Видите? Там тоже что-то есть. Здесь этот, получается, историческое здание. Так, смотрите. Мы пришли в музей Паула. Как там, Святого Павла? Он здесь родился, оказывается, в этом городе. Мы зашли по музейной карте бесплатно. Без музейной карты 155 лир. А что такое, интересно? Подожди, там кто-то внизу есть. Под стеклом что-то есть, но непонятно что. А, смотри, это же тоже древние какие-то древние Здесь раскопки делали раскопки. и раскопали вот это вот. Церковь Святого Нет, скорее всего, Павла. Скорее всего, не церковь, а дом. Папа, а зачем алмаз? Алмаз. Так, я только что прочитала. Святой Павел, получается, он был, жил и родился здесь. Потом он был обезглавлен римским императором. Вот здесь вот очень много чего написано про него. И такой вот сад его. Остатки, камушки стоят. То есть то, что нашли, в общем, останки. То, что раскопали. Такие вот колонны. Ну, такой, конечно, маленький музей. Написано, что здесь был колодец 21 метров, а вода в нем святая, написано. Типа можно набрать воды. А подожди ты, а. Нельзя Слышишь? набрать, там замок. Понятно. Это его, получается, дом, да? Здесь был дом, да, где он родился, Святой Павел. С ногами. Что такое? Вот здесь. Написано. Ничего страшного, это же Эсте подошва. Паул. Она бывает грязная. У него было два имени. Первое имя еврейское, Саул написано. Везде Как? так красиво. Саул. Его же не здесь похоронили, наверное. А чей тогда, интересно? Ребят, как будто это Это крышка какого-то знатного человека. Почему вот они не пишут этого? Здесь камушки тоже, да? Я думаю, то, что вот там внизу нашли, сюда вытащили. Алмаз, ну так же нельзя.
ходить. Ладно, пойдемте. Дождик идет. С детьми спокойно не погуляешь, и погода мешает. Да пойдем, подожди. Здесь из-за дождя ничего не видно. Нет. Там снутри запотело все. Ладно, пойдемте дальше. Уже подъезжаем в метро. Решили заехать в Мерсине. Здесь все проходят, вроде нет даже пропускной системы, как раньше у нас там в городе в Набережных Челнах было по пропуску только. По ощущениям, как будто я приехала в Россию и попала в супермаркет. Лента, Мегастрой у нас есть. Вот, смотрите, здесь вот такие вот стульчики. Ну, запах тот же. Я просто работала в ленте за кассой. Не знаю, что это такое. И этот запах прям... Клево, короче. А еще собаку и кошку. Все, затарились. Сегодня короткий день у них, до 7 работают. Дождик! Ну, а мы сейчас в кафе по пути заедем. Это значит, ты выиграл. А сейчас нам еще ложки. Так, вот мы ложки. заказали суп том-ям. Так вот он выглядит. О, здесь креветки. Сказали, что это кафе Много. именно вот более, ну, хорошо готовят. Очень удобно, да? Роллы, ну, у нас в нашем регионе более-менее готовят. Так что попробуем. Это на все. Я хочу И заказали вот такие. Какой тебе? Ну, давай. Вот то, что от нас осталось. Хотя мы еще добавили пару сетов и их съели. Так что было очень вкусно. Приехали мы в Сая-парк, покушали. Вышел чек на 3000 лир. Вот. Наелись так, что до отвала, в общем. В Сая-парк приехали. Хотим в Мигрос зайти за бараниной, если она здесь еще осталась, потому что здесь, не знаю, туда, может? В общем, если осталось, потому что здесь на Байрам все покупают баранину. Было бы неплохо, конечно, еще ходить по магазинам, но затрат и так много. Ну, в принципе, это все по плану. Мы всегда так на праздники, когда Байрам, когда выходные, стараемся куда-то поехать, как-то провести необычно его. И, ну, примерно мы по нашим подсчетам на все про все потратили где-то 30 000 лир. Еще не дотратили. Вот, ну, примерно так и выходит. Если, например, мы бы пошли в отель, то та же сумма вышла бы около 30 000 лир. Ну, вот на эти 2-3 дня примерно так вышло бы. Ну, а тут, я считаю, все это и спа, и аренда машины, и бензин, и какие-то там питание в кафе, и еще что-то. Вот, пожалуйста, есть тут суши и роллы. Можно покупать и греть. Ну, конечно же, они не получатся настолько вкусными, как где мы были сейчас. Берем пирзолу. Стоит 1000 лир за килограмм. Нам упаковали. Вот, на завтра я сегодня замариную баранье. Не ножка, это баранье. Ну, ребра получаются, ребрышки. На 777 лир, в принципе, нормально. И, друзья, у нас настал новый день. Мы приехали в Эрдемли, где живет Нияра. Все вместе решили выйти на шашлыки сегодня. Сегодня последний день праздников, и нужно
все-таки на природе посидеть у моря. Морешко сегодня неспокойное, но здесь в Ардемли менее ветрено, чем у нас там в Селивке. Вот, песочек такой, здесь пляжик хороший. Прям такой мелкий-мелкий песочек. Да. Готовим. Уже 4-я партия. Тут же готовим салатик. Как называется салат? Харавац. Харавац. Из баклажанов. Печеные баклажаны, Печеные баклажаны. печеный болгарский перец и печеные помидоры. Все смешаем. Да. И солим. Что-то добавляем еще? Потом специи, соль, Вот, и гранатовый соус добавим. да, гранатовый соус у нас есть. И будет вкусняшка. И, друзья, завершаем этот вечер у моря. Мы уже в Ташуджу приехали, отдали машину. Сегодня 4-й день нашей аренды. Как и говорила, что отдали мы 10 тысяч за нее, плюс заправка. Смотрите, в какой красоте сидим, чай пьем. Сидим только с мужем вдвоем, детей оставили дома со старшей нянечкой нашей, со старшим сыном. Пока он не уехал, мы вот так вот отдыхать можем, вдвоем погулять можем. Сейчас обсуждали наши выходные, нам очень понравилось вот так вот путешествовать. Здесь вариантов путешествий много. Один из вариантов вот так вот взять машину, либо в отель поехать, куда-то заселиться. Ну, в общем, вот такой формат путешествий нам очень понравился. Да? Да. Ну, И- формат путешествия получается, это когда утром уехали, попутешествовали, а домой вечером приехали и дома спишь. Да. А еще можно, вот сегодня тоже разговаривали об этом, поехать, например, в Аланию, там переночевать, потом в Анталию там переночевать, потом дальше по пути какую-то провинцию известную, да, всем нам. Ну и вот что-то наподобие возможно будем придумывать. Хотя здесь многие уезжают даже и в другие страны, путешествуют по странам. Такое тоже может быть, но это, наверное, в будущем больше, да? Да? Ну и на этой прекраснейшей ноте буду заканчивать видео. В общем, отдыхаем. После таких путешествий нужно обязательно еще и отдохнуть, посидеть. Еще раз поотдыхать, короче. Всем, как всегда, желаю счастья, здоровья. Путешествуйте, радуйте друг друга. Больше позитива всем. И мирного неба над головой всем. Всем пока-пока.